Здравствуйте! В КЗ-Т10 я заинтересовался достаточно давно, как только услышал про их существование, но познакомиться воочию смог только совершенно недавно. Успел составить свои впечатления и хочу рассказать о них. Первое, что меня очень сильно смущало, та мысль, которая была достаточно сильной, это то, что они повторят судьбу Blue EDO, вроде как симпатичных, красивых наушников, но очень простых по своему исполнению. И как только я открыл коробку, видел весь этот картон, весь этот кейс очень симпатичный, уже так немножечко отлегло, понимаешь, что с визуальным аспектом поработали, и, по крайней мере, презентация самого товара у них уже на достаточно высоком уровне. Особенно если вспомнить все эти коробочки-пакетики обычных наушников КЗ, где все совсем печально. И вот когда открываешь этот кейс, симпатичный, хорошо сделанный, с лаконичным логотипом, то сразу же создаются уже такие приятные впечатления от самого дизайна, от того, как подошли к созданию наушников. В комплекте есть разъем 3 кабель 3,5 мм на 3,5 мм, и за это огромнейший плюс, потому что это становится уже просто каким-то исключением. Ну и также, естественно, в кабель USB Type-C, USB обычный, для подключения к компьютеру. И переходим к наушникам. Сделано все очень качественно, очень приятно. Особенно амбушюры с эффектом памяти, они просто великолепны. По своей посадке наушники мне очень-очень сильно понравились. Прям вот такое чувство, что вот нахваливаешь их, аж шкирка заворачивается. Но недостатки тоже есть. И когда надеваешь их, это очень приятное впечатление, потому что, во-первых, уши полностью помещаются в самой чашке. Это хорошее распределение давления, то есть нет такого, что в какой-то стороне они давят больше, чем в другой стороне. И хорошее мягкое оголовье, и плюс ко всему прочему достаточно небольшой вес. То есть они смотрятся как-то так достаточно массивно, но по факту я не скажу, что они тяжелые как в руках, так и на голове. Поэтому в плане эргономики и внешнего вида здесь все великолепно. И огромный плюс за то, что они стали впихивать сюда сенсорное управление, а все управляется кнопками. Это очень хорошо. Достаточно интуитивно и понятно. Есть, естественно, разъемы как для питания, так и для зарядки. И единственное, что с активным шумоподавлением, с режимом прослушивания окружающей среды вышли некоторые проблемы. Шумодав здесь такой для галочки, то есть он при активации, естественно, давит часть шумов, ощущаешь это, но назвать шумодав прям хорошим не получится. И также выбранный режим шумоподавления, либо же в прослушивании окружающей среды влияет на звучание и влияет достаточно хорошо, потому что во время прослушивания окружающей среды звучание становится прям великолепным, слушаешь и хочется хвалить, и хочется прям вот говорить, что это лучшее вообще из того, что слышал в этом бюджете. Когда выключаешь, то звучание сразу же становится так побюджетней, немножечко побюджетней. В чем это проявляется? У наушников очень хороший, очень шикарный бас. То есть он, во-первых, и достаточно ударный, он хлесткий, но и при этом есть массивность на низких частотах. Это впечатляет, это в некоторой степени удивляет. Это хорошая середина, потому что она звучит достаточно открыто. Опять же, не сказать, что прям идеально в плане какой-то открытости. Все-таки здесь бюджетность сказывается. Но к этому не придираешься, внимание на это не акцентируется. И при этом очень хорошая, сказал бы даже не сцена, а объемность. То есть звук ощущается объемным. И высокие частоты в стиле КЗ СКС, такие достаточно агрессивные, яркие, с псевдодетальностью и с хорошей детальностью, также оставляют приятное впечатление. Но это я сейчас все говорю при режиме прослушивания окружающей среды. При переключении на обычный режим звучание становится более таким тусклым, более спокойным, что опять-таки кому-то понравится и будет определенным решающим преимуществом. Но
мне такое звучание понравилось меньше. Более такое усредненное, более спокойное, потому что от этого теряется, естественно, и некоторая часть детальности, и, естественно, драйв от прослушивания музыки. Электронную музыку они просто обожают, все, это идеально то, что им подходит. Слушаешь и понимаешь, что тебя устраивает это качество звучания. Когда начинаешь слушать совершенно разную музыку, то что-то звучит немножечко хуже, чем ты ожидал услышать, что-то значительно хуже. То есть есть некоторые такие расхождения, причем далеко не всегда очевидные. Поэтому впечатление от наушников у меня определенно хорошее. То есть особенно учитывая то, что обычно первый блин комом, то есть все-таки первые полноразмерные наушники компании. Но блин получился прям вкусненький. Мне нравится, очень и очень зашло. Следующая версия, если лишиться своих каких-то недостатков, пускай там и будет значительно дороже, это будет лучше, потому что очень хотелось бы, чтобы КЗ что-нибудь вывели интересное в бюджете $100-150, где сейчас очень лютое затишье, прям такое болото уже получается из-за того, что недостаточно каких-то новых моделей. То есть есть достаточно много хороших наушников в относительно бюджетном сегменте, то есть те же JBL делает вполне себе хорошие наушники в бюджете за $250, все тоже, в общем-то, интересно, выбор есть, но относительно бюджетные $100-150 там не так все хорошо. Поэтому свои впечатления по поводу данных наушников я сказал. Если вас они заинтересовали, то по ссылке в описании сможете их найти и также сможете выбрать для себя полноразмерные беспроводные наушники или проводные, или внутриканальные, какие вы хотите, под какие ваши критерии на нашем сайте. Опять же, ссылка будет в описании. И на этом все. Большое вам спасибо за просмотр данного видео. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч!